Всем привет, друзья! Сегодня мы будем проводить высадку рассады томатов на постоянное место произрастания в отапливаемую теплицу. Выращиваем мы в этом году два гибрида: розово-плодный Молдуа и красноплодный Барибин. Друзья, ну давайте вот из серединки вытащим любое растение и посмотрим на него более внимательно. Растение было посеяно ровно 60 дней назад, то есть это 60-дневное растение. Посевы проводили в кассеты, затем с кассеты была пересажена рассада в рассадные стаканы. Друзья, проводили поливы. Ну, кто не знает, рассадные стаканы, какие мы используем. Вот так донышко подвернуто. Это из рассадного полиэтиленового рукава. Вот такие у нас рассадные стаканчики. Объем 250-280 мл. Сейчас у нас рассада находится вот в таком расставленном состоянии. И только лишь такая расстановка позволяет нам противодействовать вытягиванию рассады. Видите, рассада, получая достаточное количество солнечного света, остается относительно приземистой. Это что касается осмотра рассады, друзья. Ну и на некоторых растениях уже бутоны открываются, то есть начинается зацветание. У нас ряды будут под балками в рассаднике. И естественно мы уже знаем, где они будут расположены еще до высадки. Друзья, почва песчаная, поэтому она, вот рассадник топится уже, ну, 20 дней топится, и понятное дело, он зимой был накрыт, снег сюда не попадал, почва высохла просто как порох, поэтому рядочки я вчера тщательно пролил. То есть перед высадкой у нас почва теперь влажная, и перекопал по рядочкам. Теперь есть у нас мерочка такая, это прошлогодняя мерка. Мы оставляем между растениями в ряду 45 сантиметров. Здесь на этом ряду я уже разметил. Друзья, оставляем немножко от боковой стенки, потому что растение будет развиваться как столбик. Это высокорослые растения будем выращивать. Ну сколько? Ну 30 сантиметров мы оставляем приблизительно. И отмеряем по 45 сантиметров. Делаем вот такие вот отметочки. Если высаживаем большие площади, то мы раньше использовали различные механические приспособления, либо лопату, и делали ими луночку. Но если почва рыхлая, если количество высаживаемой рассады небольшое, то вполне луночку под небольшой объем почвенного стакана сделать вполне возможно обычной рукой, ну, конечно, одели перчатку. Делаем луночку, необходимую для... Затем помещаем в луночку жменьку перегноя. И буквально несколько гранул мы каждый год, ну, что-то от медведки. Друзья, очень много медведки, поэтому вот небольшое количество, буквально несколько гранул мы помещаем в луночку. И все это тщательно перемешиваем в лунке. Вот таким вот образом. И затем прокладываем веревочку. Это подвязочная веревка, которой мы потом будем проводить подвязку. И уже на эту веревочку ставим рассадный стакан, ну точнее почву. Видите, рассадным стаканом прижимаем веревку внизу и загребаем почвой. Так, вот веревочка, ну и делаем луночку. Если вы будете проводить не капельным орошением, допустим, а по луночкам, как и мы будем проводить, друзья, то делаем вот такую луночку. Веревка, что нам дает веревка? Затем мы проводим по часовой стрелке обкручивание стебля и выводим его наверх. Наверху у нас шпалерная проволока, и здесь уже прикручиваем бантик. Вот таким вот образом. Все подвязанное растение и высаженное, и подвязанное. Друзья, ну смотрите, чтобы в натяжку не было, чтобы чуть-чуть не подорвалось растение. Можно эту подвязку сделать сейчас при высадке, но лучше все-таки, как показывает практика, дать немножко растению укорениться. То же самое делаем со следующей луночкой. Жменьку перегноя, парочку гранул, туда же перемешиваем все это тщательно. Веревочку. Главное не забывать веревочки, потому что бывало такое, что где-то веревочки пропускали, и потом уже их приходилось
под стакан, но другим способом. Там есть еще один способ, как веревочки заделать в почву с помощью спицы. Тоже интересный способ, но он немножко сложнее, поэтому мы используем в основном под стаканчик, прокладываем. У некоторых зрителей рассада перетянутая. Такое тоже бывает, друзья. Тогда ее, конечно, придется заглублять. От этого никуда не денешься. Но томат — это такое растение, которое заглубление воспринимает хорошо. Правда, произойдет небольшая задержка, возможно, в начале плодоношения, ну, от высадки до начала плодоношения, потому что часть сил растения будет терять на образование дополнительной корневой системы. Лучше, конечно, высаживать рассаду, если она у вас не потянута, если она правильно выращена. Незадолго до начала высадки, друзья, вот специально градусник на глубину 10 сантиметров поместили. Видите, 14 градусов температура почвы. На мой взгляд, это минимально допустимая температура почвы. Хотя растения, вот они будут продолжать развиваться, ну как бы не погибнут и при плюс 5 градусах. Но расти они не будут. Они будут болеть, они будут угнетаться, и они в конце концов могут погибнуть. Друзья, вот 14-16... Еще лучше 18 градусов, чтобы была температура почвы. Итак, высадка томатов завершена. И теперь необходимо провести их полив. Чем лучше всего поливать после проведения высадки? Если рассада нормально себя чувствовала, если она в хорошем развитии, темного зеленого цвета, ну вот как наша примерно, если у вас рассада, то можно провести полив просто самой обычной слегка теплой водой. Ну как слегка теплой? Градусов 20-30. Если же рассада желтая, ну видно, что она слабенькая, предположим, тогда можно провести легкую подкормку сразу при высадке удобрением с универсальной формулой 20-20-20. Из расчета приблизительно 10 грамм удобрения на 10 литров воды. Мы поливаем после высадки по пол-литра приблизительно воды в луночку. По пол-литра под корень. Даже если почва у вас влажная, друзья, вот такой полив провести все равно необходимо, потому что нужно, чтобы земляной ком лучше начал стыковаться и контактировать с окружающей почвой. И после высадки можно провести мульчирование, но поскольку почва пока у нас холодная, а мульчированием мы можем задержать прогревание почвы от солнца. Поэтому сейчас мы вот именно при высадке в начале апреля мульчирование не проводим. Но чуть-чуть позже у нас есть хвойный опад, и им будем мульчировать при корневую зону. Почему? Потому что вот когда будет жарко, уже почва будет нагреваться от солнца. И вот на стыке, где корень соединяется со стеблем, так называемая корневая шейка, она может перегреваться от горячей почвы. И когда перегревается корневая шейка, то сосуды закупориваются. И корень не может подать в растение влагу и питание. И растение в ярко-солнечные дни начинает опадать листьями. То есть оно опускает листочки, становится подвяленным. Вот, собственно, все, что мы делаем при высадке рассады томатов в грунт. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.